Меня неоднократно спрашивали жители Горловки: Анатолий, а почему вы мало внимания уделяете нашим проблемам, то есть проблемам, когда они там были, вы помните, что там за кошмар было, вот, и сейчас, в общем-то, кошмар продолжается. И я хочу объяснить, Анатолий один, команда его не безразмерная, и Анатолий сам спонсирует всех и никому не обращается ни за какими там, с просьбами кого-то поддержать материально или еще что-нибудь. Достаточно трудно чисто технически отправлять людей в точки, в горячие точки, где опасно. Поэтому я всегда, в общем-то, и просил, если у вас на местах есть возможность, пожалуйста, присылайте, если это будет интересно, то без проблем это будет, конечно же, размещено. Однако же в последние дни в Горловке происходят массированные самообстрелы, и я думаю, что цинизм зашкаливает. Вот сегодняшние материалы. Поэтому все-таки мы отправимся в Горловку еще раз и поинтересуемся у жителей, что они думают по поводу самообстрелов. Ну, я думаю, это объективно. Мне передать. Знаешь, да? Ну, разоблачение, ну, все, да? Украинские СМИ. Так вы уже пятое приезжаете, что говорит, что... Ну, это хорошо, украинские пусть видят, СМИ, он, а Бог его знает чем. Вы знаете, Это... начали стрелять с испугу, в яму побежали. Ну, стреляли, и гудело, свистело жутко, ну, по крайней мере... Ну, свистят только мины. Не мелочь какая-то. Курдюмовка. С той стороны зашло. С той стороны Курдюмовка. Там стоят украинские военные. Кодыма, наверное. Кодыма нет. Нет, это не Не Скодом. было, да? Курдюмовка. Это не Скордюм Скодом. много. Много. И разные калибры разные. Были и слабые взрывы, и очень сильные были взрывы. Да. И стреляют часто. Часто стреляют. А как? Не знаю, Как, то ли, зачем? То ли, может быть, запугать хотят, то ли, я не знаю, то ли им больше делать нечего. Они, наверное, дома им, наверное, нечего делать. Нет ни семьи, ничего, что они вот так вот сидят вот здесь. Стреляют они, потому что им приказывают их начальство. А начальству нужно покорить Донбасс. Чтобы мы думали так, как думают там в Киеве, прыгать. Не хотел. Очень много Нет. смертей, и Очень они много нам горя. уже не братья. И тем более брать. мы отлично видим и слышим. Смерти откуда, эти простить тяжело. и откуда все это летит. И потом по телевидению, по украинскому передают, что это Лучше быть ДНРовцы соседями, обстреляли. Да, Ну, мы же не соседями. глухие, не слепые, ничего. Это и конце-то концов. У них только одна мысль, кто думает, как они думают, вот те украинцы. Все остальные агенты Путина. Люди бегут, дети бегут. Если день-два затишье, да, выходят мамы, детки появляются. Но детей-то в подвале держать все время не будешь. А, у нас твой, да? Да. А, у нас 44-й же там, да? Да. Прятался. Нищие, можно сказать. Родители этих 3 коровы пасут в конце с концами. Вот это бедствие. Ходят на рыбку ловят. Я говорю, ну до каких пор, а? Ну что это за хамство? Они издеваются, как хотят над нами. Дети бедные, поперепуганные. Вы понимаете, это кошмар. Вот у меня 6 лет внучка, она вся в черях. Мы то лето просидели в подвале, зиму всю. И сейчас сидим. Верите, Господи. Я уже, верите, день и ночь, Господа Бога. Чем мы провинились? Мы всю жизнь шишатели. Я всю жизнь сварщиком проработала. И теперь под старость вот так ждешь свою смерть.